Хотела записать вам приветствие без очков, но, кажется, я не вытерплю даже 5 секунд. И всем привет с Баракая! Мы с вами идем дальше гулять на первую станцию. В прошлом выпуске мы остановились вот у этого понтона. Идем теперь к пляжу Деневит, который находится в самом конце первой станции. Может быть, даже до закатика успеем и сам Деневит с вами посмотреть. Здесь у нас немножко другая атмосфера. Добавляются такие чуть-чуть джунгли. Вот эти вот деревья маленькие с острыми листьями – это пандан. Если мы сейчас увидим с вами плоды пандана, я вам покажу. Они похожи на такой большой рыжий ананас. Какие-то изгороди сделали. Я думала, это из-за черепашек. Но как-то странно. Они около корней деревьев, вряд ли из-за черепашек. И вот эти вот деревья все любят, потому что под ними тень целый день. Можно прятаться от палящего солнца. Я думаю, что даже против заката мы с вами увидим, насколько зеленая сейчас вода. Про цветение моря я в каждом видео говорю. Ну, из песни слов не выкинешь. Вот такой вот у нас сейчас сезон. Не пугайтесь, есть пляжи, которые не цветут на Баракае. И каждый день ситуация меняется, отливы, приливы. То смоет, то наоборот намоет побольше. Ну, точно это не помешает вам насладиться морюшком. Просто гуляйте вдоль пляжа и найдете чистые участки. Оно не сплошняком цветет, а то больше, то меньше, то густо, то пусто. Потрясающий здесь песочек, просто прям мука-мука. Чистенький, беленький. Сейчас пойдут несколько заведений классных, которые особенно на закате, наверное, симпатичны. Бары, бич-клабы. Посмотрим с вами. Здесь Майяс кафе. Давайте посмотрим цены. И еще кафе Джонис. Что-то очень вкусное выглядит. Туна-татаки какие-то просто потрясающие. Давайте посмотрим меню. Оп. Так. Аперитивчики. Вот так вот выглядит это все. 500-600 примерно цены. Ну, в общем, во всех европейских кафе примерно это средний прайс. Паста даже вон 700 есть. Вот такие вот у нас цены. Хорошее заведение. Мы тут не часто бываем, но хвалят. Вон там впереди у нас с вами, видите, камни в воде. Это считается 1 из 7000 островов. Филиппины одновременно сложны и прекрасны. Изобилие островов пугает туристов. Куда полететь, что выбрать? Ведь каждый остров имеет свои фишки, свой вайб. А перемещаться между ними – это и деньги, и время. Попробую немножко облегчить вам задачу. Топ-5 направлений для путешествий на Филиппинах. Баракай, Бахол-Спанглао, конечно, Палаван, Себу и Сиаргао. Про первые два мы написали подробнейшие путеводители. Это вам точно облегчит поиск информации и даст полную картинку об этих направлениях. Вы сможете с легкостью составить план путешествия от отелей до экскурсий и ночной жизни. Мы прожили на Панглао и на Баракае по 2 года, изучили эти локации вдоль и поперек. Поэтому каждый путеводитель содержит 150 страниц чистой пользы в удобном формате, со всеми локациями, ссылками, ценами, контактами. В общем, забирайте и влюбляйтесь в Филиппины вместе с нами. Вот у нас здесь уже вайбы, вечерние тусы. Бар очень классный, Майтай, советую. Коктейли вкусные, диджей каждый вечер. И у них есть крыша, вот там вот ребята сидят на крыше, можно любоваться звездами. Вот эти пальмы высоченные, ночью подсвечены разноцветными огнями, тоже красиво очень. Я балдею, как люди купаются под зонтиком, чтобы не сгореть, не дай бог. Так, а здесь у нас кафе будет скоро. Я так понимаю, смуз-кафе сюда переехали. А были Обама. Обама переехала на другую сторону дороги.
Вдоль всего Уайт-Бич идет одна единственная главная дорога, что очень удобно добираться во все концы острова. Чем Смус-кафе, вот тут вот оно располагалось раньше, и походу вот сюда переехала, делают ремонтик. У них очень популярная была русская единственное блюдо – это пельмени. А еще у них саксофонист был. Ну да ладно, откроется, потом поснимаем. А здесь у нас с вами место для чила, Парау. Вот так вот можно либо в тенечек к ним, там на второй этаж, на первый. Красота. Тоже диджей вон готовится. Здесь классное кафе Sunnyside. У них всякие завтраки популярные. Так, пойдемте посмотрим, где у них меню. Waiting po muna tayo. И снова рядом с дорогим кафе у нас здесь такие шпажки. Сразу цены. Очень удобно. Вкуснота. Все вам на барбекю тут же пожарят на гриле. Так. И еще вон шпажки. Ну, в общем, вы поняли. Самый популярный филиппинский стритфуд – это шпажки. А мы подходим, наверное, к самому любимому нашему ресторану – True Home. Сейчас мы туда вернемся. Давайте покажу вам здесь вот активити, который предлагает Боракай. Это, в принципе, экскурсия на Панай сверху, на соседний остров, который там предполагает не все, прям все, что на картинках, а какие-то части, в зависимости от того, какую программу вы выберете. На самом Боракае Island Hopping включает поездку на Пука-Бич, на другие пляжики, в общем, обед где-то вам предложат. Тоже иногда мухлюют, прям увозят куда-то на обед в ужасные дали некрасивые. Ну, смотрите, в общем, выбирайте не самое дешевое. Что популярно у нас, значит, на самом Боракае? Покатушки на банане, на парасейлинг, парашютик, да? Helmet дайвинг, погружение в таких специальных куполах с подачей кислорода. То есть ты там просто дышишь, как обычно, и все. Ну и, конечно, покатушки на лодочках, Sunset Sailing, вон кричат. Покатушки на вертолете, посещение разных пляжей. Ну, в общем, вот так вот. Пати на яхтах. Вот везде стоят продавцы. Когда говорят, где купить экскурсию, везде, просто везде их продают. Вот это вот замечательный True Home. Очень вкусное заведение. Вся кухни всех, наверное, основных стран Юго-Восточной Азии у них представлены. Какой-нибудь индонезийский мия-горенг, пад-тай и так далее. Все, уже поплыли первые покатушки на закате. Видите, как много лодочек? Кристальные лодочки тоже популярны. Больше для фоточек, чем для покатушек. Здесь у них тоже happy hour. 10% скидка всего, не 2 по цене одного. Ой, как уютно, посмотрите, какая прелесть. Вот вроде кинули, да? 2 подушечки, а уже красота. Thank you. Так, тут какая-то строечка, идем мимо.
Вообще при наличии знаний о стоимости аренды на White Beach меня все время поражает, что они допускают здесь вот такие вот огрызки зданий. Это все последствия реновации. Когда приняли жесткий закон о том, сколько метров от воды до первых зданий должно быть. И они просто экскаваторами сносили тут все. Кромсали здания. И еще не все до сих пор оправились. Видите, вот тоже видно, что от здания куски прям торчат. Соседние уже отремонтировали, а это вот торчит. Красота. Очень классные сувенирчики. Боже, посмотрите на это. Это что за такая красота? Настоящий чужой. Из каких-то ведь костей сделан весь. Так, джетски у нас тут. Опять шпажки. Там еще одно отделение Какамама. Здесь ресторанчик морской кухни. Пойдемте посмотрим. Перси. Лапочка такая. Очень удобно, когда вот так рестораны ставят. Меню можно подойти, посмотреть и понять, устраивают тебя устрицы за 590 или нет. Чтобы вы понимали, килограмм устриц 100 песо стоит на рынке. Здесь вы 560-590, да, заплатите. Паста. Ну, выглядит все очень красивенько. Ну и прайс вы видите. Ладненько, идем дальше. Вот там на камне, сейчас против солнца не видно, статуя Девы Марии. Филиппинцы туда ходят, в том числе, чтобы поклониться Деве Марии. Все же знают, да, что Филиппины у нас католическая страна. И здесь самый долгий рождественский период празднования. Они начинают в сентябре. Уже украшать все, просто все торговые центры, отели и так далее. И до Рождества. У них Рождество все-таки главный праздник, не Новый год. Очень симпатично тут сидят. Наслаждаются закатиком. Киська какая-то пришла, села, еду просит. А вот это вот хочу вам показать. Панели, видите, из типа пластика и дерева, да? Вот эти панели не просто так здесь стоят. Они на самом деле будут закрывать почти все отели на White Beach в период, когда сюда придет ветер. На Боракае очень интересная ситуация с ветрами. Остров так географически расположен, что полгода дует ветер с одной стороны, со стороны Булабога, вот сейчас там дует ветер, и будет по июнь примерно дуть. В июне, наверное, должен поменяться ветер, хотя в этом году все наперекосяк, но мы ожидаем, что в норме в июне приходит ветер на White Beach. И тогда здесь будет уже задувать прилично порой, и будут тогда ставить защитные панели, чтобы песок не летел в рестораны и так далее. Ну, какая красота. Еще один замок. 20 песо. Вон, стандартный прайс. Раньше их запретили, потому что они устраивали тут просто вымогательство. Сфоткаешь замок или еще что-нибудь, там сам сфоткаешься на фоне. И они начинают: дай 100 песо, дай 500 песо. В общем, их вообще запретили в какой-то момент. Теперь снова разрешили, но с единым прайсом официальным. Так, тут у нас что? Какой-то отель, если честно, я ни разу там не была, ни в ресторане, нигде, поэтому ничего не могу сказать. А вот дальше будет интересненько. Зона активити, я ее называю. К вечеру натягивают сетки для волейбола, вот ворота для футбола, бадминтон, во что-то еще. В общем, во что они только не играют.
Так, надеюсь, мне не прилетит, пока я тут хожу с камерой. А на фоне заброшечки, вот понимаете, тут аренда на White Beach стоит просто космических денег. Земля золотая, но почему-то позволено быть здесь доброшком. Не знаю, как это возможно. Ой, какой красивый песок. Здесь, кстати, почти чистая вода. Ой, вам сейчас не видно? Нет, вот видно просто, что кусок водорослей, а за ней уже чистая вода. Вот там, где люди купаются. Ну вот здесь вот как раз хочу вам показать на примере этого кусочка, что обычно вот так и выглядит цветение в прошлые все годы, сколько мы тут жили. Вот так вот перешагиваем полосочку, да? Зеленушечки. Ой, прям она такая прохладная, бодрящая. Ой, там глубоко, я уже не смогу пойти. Ну, в общем, типа делаешь еще 3 шага, и там будет чисто. Вот так от берега, да? Но в этом году цветет очень мощно. Прям непонятно, когда это все закончится. Так, боже, какой приятный песок. Просто нечто. Идешь как по мокрой муке. Кайф. Значение флагов все знают. Желто-красный, значит, можно плавать. Почти уже у нас с вами закатик скоро. Как раз вот там на горе крест. И вот за этой горой пляж Деневит. Не знаю, успеем с вами в этот раз дойти или уже будет в следующем выпуске. Потому что есть еще куча других пляжей, которые надо вам показать. Ну, давайте посмотрим, что еще на первой станции у нас с вами. Ну что, идем дальше, пока еще светло. Здесь тоже симпатичный отель Сур Баракай. Лайфгардики. Ой. Вечером вообще очень люблю гулять, потому что такой вайб в каждом месте. Идешь, своя музыка, своя атмосфера. Здесь так плотненько лежачки. Ну, честно, ну, Турция снова. Когда были запрещены лежаки, было вообще по кайфу. Еще из интересного здесь у нас будет сейчас Казбар. Отель Амбассадор вот с оранжевыми зонтиками и желтыми зданиями. Очень симпатичные вот эти с плетеными макромешными сидушками. Покажу вам сам отель издалека. Просто красивое с архитектурной точки зрения здание. Большой у них бассейн. Здесь будет живая музыка скоро. Приятненько, приятненько. Вкусненькая ночь от персонала уже. Красота. Тут у нас с вами Казбар, как раз про который я говорила.
Мы не курим кальяны, но в чате часто пишут, что именно здесь хороший кальян. Давайте посмотрим цены. You know what she does? Just both of us. That's what she does. Так, 700 песо стоит кальян. Очень атмосферно, правда? Эти зонтики мне Бали напоминают. Мне кажется, это стиль именно с Бали. Хотя, может, и на Бали он откуда-то пришел, не знаю. Еще одно маленькое милое кафе. Beach Bites. Симпатично. Так, здесь у нас уже какой-то опять отель. Люди кайфуют на закатике. Став бдит. Вот еще раз вам показываю, как мало водорослей на первой станции. Но завтра все может поменяться. Красота. Почему-то у этого отеля я не вижу нигде названия. На Google карты мне сейчас лезть неудобно, но я заметила, что у них есть свой замок. Пойдемте заценим. А там какая-то игра для детей стоит. А еще у них, кстати, очень часто, вот сейчас вам не видно, но если бы с высоты снимать, они граблями рисуют всякие надписи для людей. Так, тут у нас что? Развлечение деток, чтобы улыбнулся для фото. Так. Ага, у кого-то сегодня 6 месяцев. Может быть, даже вот у него? Не знаю. Есть такие романтичные сервированные столики. Красота. Повезет нам сегодня с красивым закатом или будет просто желтенько? Иногда бывают просто чумовые закаты. Пурпурные, какие-нибудь фиолетовые, кроваво-красные даже бывают. И здесь тоже сетки натянуты. Целых 4. Вот эта вот игра с этими ракетками как-то же по-другому называется. Я не знаю. Не падал же, господи, как-то слово вылетело. Когда не знал, еще и забыл, короче. Напишите, кто знает. Ну вот снова вам показываю не дедушку, а чистейшую водичку. Жалко, что солнце село и вам не видно. Но водорослей там нет. Красота. Здесь у нас 5-звездочный Линд. Очень большой вглубь отель. Шикарные отзывы. Вот они, получается, практически в самом конце. Практически последний отель большой, а там дальше такие маленькие типа виллы будут идти. Сейчас большой прилив, очень мало места осталось. Вот здесь на песочек заходит вода все ближе и ближе. Thank you. You made it myself. Thank you. Говорит, это камень, сделал я сам. Врет, как дышит. Штампуют бетонными заготовками. Продают на каждом углу. Вот здесь вот снеки у нас с вами. Вот у кого есть денежки, вот такую виллу снимайте. Дальше еще красивше будут. Сейчас очень близко вода подошла. Обычно тут еще и пляжик есть.
Пойдемте посмотрим с вами. Оп. Вот такие вот виллы. Больше Бали стайл, опять же, да, такие? Тропический стиль, скажем так. О, сегодня тут даже кто-то живет обычно. Hello. Hi. Thank you. Enjoy your day. Thank you. Даже вот ребята позвали выпить коктейль. Вот сейчас еще один уникум предложит вам свои изделия. Thank you. Thank you, very cute. Thank you. Ой. Но это еще не все, ребятушки. Если вы думали, что это все, то зря вы отключились. Сейчас я вам покажу, секундочку, еще красоту. Кто-то, видите, приходит просто со своим стульчиком и сидит, наслаждается. Тут тебе не дадут с голоду умереть. Носят закусочки. А тут тоже туристы, видите, на лодочке садятся, чтобы плыть на закатик. Филиппинцев отдыхающих легко узнать. Они почти всегда в белом. Или на все, там вот их 10 человек приехало, они любят большими компаниями или семьей отдыхать. И у них, например, там все в розовом, все в голубеньком, все в белом чаще всего. Здесь у нас местная детвора играет. Playtime. Раньше все кораблики были без рекламы. Сейчас редко встретишь вот такой синенький, пустенький. Вот здесь вот хотела вам показать это местечко. Это получается самый-самый конец или начало первой станции. Смотря с какой стороны мы с вами считаем. Здесь очень недорого. Можно прийти, вон там вот кокосики холодные попить. Днем они здесь лежаки ставят. Для тех, кто ищет экономный вариант, можно сюда прийти. Очень непринужденная атмосфера. Сейчас вот у кого-то пати тут. Ну, оно и выглядит так вот, скажем честно, по-бомжатски. Но ничего, наслаждаться это не мешает. Ну вот, мы с вами и пришли. Вот эта вот тропинка на Динивид. В следующей серии там и начнем. Ну что, вот и закончилась очередная наша прогулка по Боракаю. Надеюсь, вам понравилось. А я уже кайфую ножками в волнах. Чего я вам желаю. Приезжайте, кайфуйте, наслаждайтесь. Остров будет рад вам.